Привет всем! Вы находитесь на канале Анлис. Мы сегодня с вами будем продолжать вязание вот такого стильного и очень уютного капора. В первой части мы с вами связали нашу затылочную часть. Также мы перешли с вами на макушку. Сейчас мы с вами закроем петли на нашей макушке, свяжем, наберем петли на кулиску, оформим кулиску. Потом мы с вами перейдем на часть, где у нас шея. Мы сделаем нахлест, соберем все наши петельки, свяжем вот этот момент до шеи нашей, чтобы нашей шее было тепло. Также потом мы с вами свяжем наш шнурочек. Вот. Я уверена, что вы вяжете со мной, и большое вам спасибо. Также, если у вас возникнут трудности, вы пишите, пожалуйста, свои комментарии. Я стараюсь ответить каждой и каждому, и очень благодарна вам за то, что вы оставляете свои положительные отзывы. Благодарна вам за это. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. Будет очень много интересных еще моделек. Что будем делать? Будем сшивать наш капор трикотажным швом сверху. Вот здесь вот это нужно все соединить нам красивым трикотажным швом. Что делаем? Петля у нас будем считать, ближе к нам это первая спица, это вторая спица. Что делаем? С первой спицы иголку заводим снизу вверх. Вот так. Снизу вверх. Заводим. Ниточку всю подтягиваем. Ниточку вытянули. Теперь со второй спицы точно так же снизу заводим. Завели. Вытаскиваем ниточку, вот, вытаскиваем ниточку. Теперь нужно сверху, вот как бы, вот спущу первую, смотрите, вот спустила, и теперь сверху, вот она, сверху нужно сверху завести, вот, иголку сверху завожу, и сразу завожу снизу в петле. Снизу, вот видите, снизу завожу, оставляю пока здесь. Вот сейчас вытяну сначала всю ниточку, вот вытягиваем, слишком длинная нитка, вся запуталась. Вот смотрите, вытягиваем. Сейчас мы вытянем ее. Вот почти вытянули. Вот смотрите. Теперь что делаем? Эту мы спустим. Эту петлю спускаем. Все, она у нас уже сделана. Теперь что делаем? Теперь мы должны сверху, вот в эту петлю сверху, вот, и сразу сделать снизу вверх на второй спице, снизу вверх. Все, вытаскиваем нашу ниточку, вытащили. Теперь что делаем? Вот она, видите? Вот. Теперь нужно
вот в эту, которую мы вводили, нужно сразу ввести вверх. Вверх. И в эту мы должны снизу ввести. Вот. Ввели. Теперь вытаскиваем ниточку. Ниточку вытаскиваем. Вот. Вот наше изделие. Так, теперь здесь сверху и спускаю сразу ее сверху, а здесь вот во второй снизу. Вот, завела и вытаскиваю ниточку. Ниточку вытащила. Все. Теперь здесь вот на этой мы же не спускали. Теперь мы должны сверху завести. Вот сверху заводим, а здесь снизу, потом сразу. Вытаскиваем нашу ниточку. Ниточку вытащили. Вот оно, видите? Вот шов. Теперь сверху заводим, спускаем, завели сверху. Теперь снизу заводим вот так. Снизу. Ниточку вытаскиваю. Всю ниточку вытащила. Что вот, смотрите, что получается. Вот получается все. Теперь снимем эту нитку, но заведем сначала сверху, а теперь снизу. Вот. И оставим. Вот таким образом. Сначала сверху, потом снизу. Вот. Теперь переходим на вторую спицу. Мы ее снимем. Давайте снимем. И вот смотрите, чтобы она не перекрученная была, вот сверху. Вот. Сверху вставляем спицу. Вот сверху, не спицу, а иголку сверху, а потом снизу в эту петельку. Вытягиваем ниточку. Все, вот. Вот, теперь эту снимем и сверху заведем. Вот, сверху, теперь снизу. Вот. Подтягиваем. Начало кажется сложным, а потом все понятно. Вот, теперь снимаем петельку и сверху заводим, а потом снизу сразу. Снизу. Все, вытаскиваем. Так, теперь эту снимаем. Снимаем и сверху ставим. Вот, сверху в петельку и сразу снизу. Вот. И вытаскиваем. Я ее назад верну, чтобы не запутаться. Вот, теперь что делаем? Теперь эту снимем и сверху, вот сверху, и снизу сразу. Вот, вот таким образом. Так, давайте все подтянем. Здесь потом сверху и снизу. Вот. Вот так все подтянем. Смотрите, вот. Вот у нас уже шов. Вот он. Сейчас мы ниточку подтянем, чтобы она не висела. Вот. Вот видите? Вот она. Подтягивается. И все будет красиво. Вот видите? Вот сейчас вот эту тоже подтянем. Угу. Вот, подтягиваем. Вот, видите, какая красота получается.
Вот наш шов. Вот смотрите, прям петелька к петельке, видите? Вот петелька к петельке, вот она. Сначала понять, начало понять, и все. Теперь опять сверху на второй снимаем и сразу снизу, вот снизу в петельку, и вытягиваем нашу ниточку. Все, подтянули. Вот. Теперь сверху и спускаем. Теперь сразу же снизу заводим и вытаскиваем нашу ниточку. Заводим сверху на второй спице и сразу внизу, снизу вытаскиваем нашу ниточку. Вот. Сверху спускаем, сразу снизу заводим нашу иголочку. Теперь опять сверху и спускаем, и снизу, и вытаскиваем ниточку. Сверху спускаем сразу, снизу заводим иголку. Сверху спускаем, снизу. Сверху спускаем, снизу заводим иголку. Сверху, снизу вытаскиваем. Сверху заводим, спускаем, снизу заводим иголку, подтягиваем ниточку. Сверху, снизу, сверху, снизу, сверху, снизу. Вот. Завели, сверху спустили, снизу сразу иголочку в петельку. Сверху спустили сразу снизу. Сверху заводим, спускаем снизу сразу в петельку. Подтягиваем нашу ниточку. Вот, смотрите. Идеально красиво. Теперь опять сверху заводим, спускаем, во вторую снизу заводим. Сверху спускаем, теперь снизу заводим иголочку. Подтягиваем. Сверху, теперь снизу. Подтягиваем. Сверху придерживаю иголку, снизу ставлю иголочку, ввожу. Сверху спускаю, снизу иголочку ввела в петельку. Сверху сняла, теперь снизу ввожу. Подтягиваю. Сверху ввожу иголку, снизу ввожу иголку. Подтягиваю ниточку. Сверху, снизу. Сверху, снизу. Подтягиваю. Опять сверху, теперь снизу. Подтягиваю. Сверху спускаю, снизу иголочку. Подтягиваем нитку. Сверху, снизу. Снизу. Сверху, снизу. Сверху, теперь снизу завожу. Сверху спускаю, теперь снизу завожу иголочку. Сверху ставлю, спускаю, снизу иголочку завела. Сверху, теперь снизу. Сверху держу, теперь снизу иголочку завела. Сверху спустила, теперь снизу подтянула. Сверху, снизу. Сверху спускаю, снизу завожу. Сверху, снизу. Сверху, снизу. Сверху,
Ой, все спустилось. Так, что у нас тут? Раньше времени убежала. Так, значит, вот она наша. Вот. Даже если убежала, нам нужно ввести сверху, потом снизу. Все ввели сверху, теперь снизу. Сверху спускаем, теперь снизу заводим. Подтягиваем. Сверху спускаем, снизу заводим. Сверху спускаем, теперь снизу заводим иголочку. Вот. Теперь сверху заводим. Так, стой, у нас слетело. Сверху заводим, спускаем. И опять же сверху с этой стороны. Все. Ура! Вы молодцы. Вот. Смотрите, что получилось у нас. Вот наш шов. Его абсолютно не видно. Все. Кончик спрячем сейчас внутрь. Вот туда. Крючочком. Вот наш капор. Вот так. Вот. И вот это наш затылочек. Вот он. Теперь мы верхушка и наш верх. Теперь что сделаем? Здесь наберем петельки. Давайте сейчас с вами поднимать петельки, чтобы сделать наш красивый край у капора. Значит, вязали мы в 3 нитки и 2 дополнительные. Сейчас мы будем в 2 нитки основные и 2 дополнительные. И спицами будем набирать 4,5. Вязали мы пятеркой. Вот так, смотрите. У нас вот такие вот есть ушки. Вот они. Вот мы за каждую будем поднимать, делать из них петелечки. Вот смотрите. Ввели вот полностью. И начинаем. Одна петелька. Теперь у нас вторая петелька. Вторая петелька. Вот, третья. Набираю с изнаночной стороны. Вот у меня изнанка, и я начала набирать. Вот. Легко и просто. Просто в каждую кромочная, которая у нас была, мы же ее специально делали косичка, чтобы у нас была. Вот видите? Теперь мы в нее набираем наши петелечки. Вот набрали. Потом провяжем 6 рядов лицевыми и будем крючком или иголочкой закрывать. Все набираем. Вот смотрите, набрали мы с вами наши петелечки. Вот. Теперь что делаем? Провязываем 6 рядов лицевыми.
Первая петля, мы ее тоже провяжем. Так я сняла, возвратила, и теперь провяжу лицевой. Лицевая. Все провязываем лицевыми. Провяжем лицевыми 6 рядов. На той стороне мы будем вязать, когда развернемся, наверное, будем вязать изнаночными. Сейчас посмотрим. Нам нужно связать 6 рядов просто. Вот. 6 рядов вяжем. Первый ряд мы связали. Теперь у нас мы уже развернули вязание. Первую кромочную снимаем, а остальные провязываем изнаночными. Это у нас будет второй ряд. Провязываем изнаночными. Вот так изнаночными все. Вот теперь у нас изнаночные. Когда развернемся, потом опять провяжем лицевыми, потом изнаночные, лицевые, изнаночные. Вяжем. Будем. Провязали мы с вами 8 рядов. Это вот наш наборный ряд был. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Здесь лицевые у нас, здесь у нас изнаночные. Что мы будем делать? Вот у нас здесь кромочная. Мы вот видим дырочку. Вот сюда сейчас вставим наш крючок и сразу в эту петельку первую. Вот мы ее оденем и сразу провяжем вот так. Все. Теперь вот видите, в косичках у нас дырочка такая. Вот в эту косичку ставим дырочку и нашу петелечку снимаем. Вот так. Вот. Берем вот так и захватываем. Захватываем теперь нитку на крючок, петельку снимаем и вытаскиваем через эту дырочку и в петельку, которая у нас была здесь. Теперь видим опять, вот она дырочка. Крючок вводим сюда, захватываем ниточку, спускаем, придерживаем и через дырочку вытаскиваем нашу петелечку. Вот. И провязываем. Все, подтягиваем. Теперь опять вот наша дырочка, вот наша петелечка. Одеваем ниточку и все, и вытаскиваем и провязываем опять. Вот. Получается вот такая косичка у нас здесь. Если кто-то не хочет вот так косичка, чтобы была, можете с изнанки начать, тогда у вас будет вот, тогда будете вот как шов такой вот, стежки такие будут с лица. Я хочу, чтобы у меня была косичка, поэтому я так делаю. Ввожу в дырочку, одеваю крючок через петельку, снимаю, придерживаю, вытаскиваю и через петелечку вытаскиваю. Вот дырочка, ввожу в петельку, и вот таким образом я делаю нашу кетлевку, так скажем. Так, вытаскиваю. И вот. Теперь опять
дырочку, петельку, одеваю, придерживаю и вытаскиваю. Все, петельку снимаю. Мы почти на финише. Осталось всего несколько моментов, несколько петелек. Смотрите, значит, заводим сюда крючок, вытаскиваем ниточку, спускаем, подтягиваем, вытаскиваем. И все. Опять заводим через петельку крючок, спускаем, теперь придерживаем и вытаскиваем. Так, теперь у нас еще одна петелечка, вот она. Мы заводим крючок, спускаем петельку вниз. Отлично. И вот еще одна у нас петелька. И все, практически мы это совершили. Вы молодцы. Так, вот. И сейчас введем сюда. Вот. Берем последнюю петелечку, ниточку и вот так вытащим. Вот, молодцы. Супер. Вот что у нас получилось. Вот, смотрите, какая красота. Так, сейчас мы посмотрим поближе. Вот такая у нас красотища. Вот. В кадр не входит, но вот смотрите, как красиво получилось. Я довольна работой. Очень даже шикарно. Чуть-чуть приподниму. Вот, смотрите. Вот такая работа у нас. На данный момент еще низ мы немножко обвяжем. На данный момент у меня на капор составляет 38,5 сантиметров. В ширину он составлял до обвязки 26,5. Ну вот такая классная прям модель получилась, мне очень нравится. Еще постираем, еще сейчас вот здесь вот так соединим вот эти моменты, вот так между собой сделаем, наберем петли снизу, сейчас наберем вот здесь петли, провяжем сантиметров 8, наверное, сантиметров провяжем, чтобы шеи, для нашей шеи сделать такой небольшой бортик. И будет красота. Просто красота. Просто мне очень нравится. Шикарно. Вот смотрите. Я вот так сделала нахлёст друг на друга. И это 6 сантиметров. Вот. 6 сантиметров. Почему я так решила? Ну, я так решила. Вот, смотрите, просто так красиво будет. Вот, видите? Можно, конечно, и вот так сделать.
Ну-ка, как будет лучше. Давайте посмотрим. Так. Выровняем. Вот так выровняем. И захлестнем. Если по логике, конечно, лучше это там, где мысик вот этот, да, по логике. Мысик с мысиком. Ну, давайте посмотрим, сколько сантиметров будет. Вот мысик с мысиком. Так. И по сантиметрам у нас получается 28 сантиметров. Наверное, так будет хорошо. Шея и голова пройдет здесь. 28, 28 это 56. На обхват головы 56 прекрасно подойдет. Так что сделаем так. Обхват головы 56, да? Ну, кажется, как будто так красиво, но почему-то хочется, чтобы пошире было. У нас же еще завязки будут. Почему-то я вот так хочу. Давайте попробуем сначала сейчас вот эти 6 сделать. 6 петель, 6 сантиметров. Вот это. Так, не видно. Вот это место, вот этот нахлест друг на друга, 6 сантиметров. Сейчас будем набирать петелька в петельку. Посмотрим, сколько будет у нас петель набрано. Вот смотрите, мы вязали 3 основные и 2 дополнительные нитки. Вот я их и взяла. Теперь это низ нашего изделия, нашего капора. Беру и измеряю 6 сантиметров. Вот. 6 сантиметров измерила. Значит, вот в эту петельку сейчас я буду вводить крючок. Вот. И наша основная вот эта. Вот, видите, вот. И теперь вот в первую петельку, которая здесь есть, вот так вот возьмем, сделаем вот так. Вот, видите, вот так сделали. И теперь вот в эту петелечку сейчас. И будем теперь здесь вот видим. И поднимаем эту петельку. Это у нас 2 петельки. Теперь вот это 3 петельки. Так, вот это 4. Просто сами смотрите на ощупь. Вот видите, вот они. Они сами тут сформированы, в принципе. Вот берем и вот так вот. Подняла, получилось 2, 4, 6, 8, 10 петелечек. 10 петелек это вот мой нахлест как бы. Может и маловат. Ну, сейчас я посмотрю. И все, теперь поднимаем все петли, которые тут есть. Здесь уже не сложно, поэтому можно и сразу нашими спицами мы вязали пятерочкой, поэтому пятеркой поднять 8 сантиметров. Просто лицевыми по кругу. Вот таким образом. Просто провяжем. Для того, чтобы сделать нашей шее тепло. Чтобы шея у нас была закрыта. Просто провяжем лицевыми. Вот так. Просто лицевыми вяжем на все собранные петельки, которые у нас есть.
Вот. Свяжем 8 сантиметров и просто закроем наше изделие. Вот, смотрите как. 8 сантиметров высоту свяжем и все сделаем. Первую петлю провязываем. И теперь через петельку, которая до этого была, просто снимаем нашу петелечку. Теперь опять вот провязали, теперь через опять петельку пересняли. Вот таким образом мы просто уберем все наши петельки, сделаем такой низ у нас будет. Простой, обычный. Просто так закроем. Вот, смотрите. Такая у нас будет косичка. Вот. Вот так. Провязали лицевую, сняли через петелечку. Вот. Теперь опять провязали, теперь сняли через первую. Опять провязали, теперь сняли. И так делаем, пока не снимем все петельки, которые у нас есть на спицах. Вот. И вытаскиваем, протягиваем вот так. И опять провязываем и вытаскиваем. Вот, смотрите. Вот такой низ у нас будет. Просто косичка. Сейчас вот эту ниточку мы спрячем. Вот так у меня получилось. Я просто закрывала лицевыми, я вам показывала уже. Все, вот наш низ изделия готов. Теперь вот эту ниточку мы спрячем. Изделие постираем, наш капор. Вот. Сейчас вот так вот просто спрячем и свяжем наш шнурок. Вот. Потом вот так крючком просто заведу, чтобы не было видно. И все. Вот что у нас получилось. Вот такой красивейший капор. Вот он не влазит в кадр. Ну, очень красиво. Я его постираю, потом на модели покажу, как он смотрится. И сейчас мы с вами приступим к тому, чтобы связать наш шнурок. Вот смотрите, я шнурок вяжу из двух основных ниток пухонорки и 2 дополнительные. Набираем на спицы 3 петли. Вот. 2 и 3. Теперь что делаем? Вот так мы связали. Теперь перетягиваем на эту сторону. Нитку держим вот таким образом. И вяжем. Все лицевыми. Первая петелечка. Вот она. Подхватываем ниточку и протягиваем. 1, 2 и 3 провязываем. Вот, и 3. Подтягиваем. Теперь перетягиваем на эту сторону опять. И таким образом вяжем 1,5 метра. Вы можете, конечно, мерить, как вам удобно. Я вяжу 1,5 метра свой шнурок. Вот. Подтягиваем. И теперь опять провязываем. Вот так. И он получается такой вот, как бы полый внутри, за счет того, что вы вот ниточка остается здесь. Когда вы перетягиваете сюда вот на эту сторону, ниточка как она обхватывает, вот обхватывает, и получается как бы полый такой шнурочек за счет этого. И вяжем лицевыми. Ничего вот сложного. Можно вязать в 4 петельки. Я вяжу в 3 петельки, поэтому можно и в 2 петельки вязать. Вот.
такой красивый шнурочек у нас получается. Просто лицевыми петельками. Вот вязали здесь, теперь перетягиваем, работу держим и вот так. И провязываем все наши лицевые петельки, которые всего лишь их 3. Просто вяжем, 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 и вот получается такая красота. Этот шнур можно использовать для того же юбки, если кто-то вяжет. Можно использовать в любом изделии, где понадобится вам шнурок. Капор получился. Давайте посмотрим, как же он сидит у нас на голове. Красиво очень. Берем, так вот одеваем и немножко его поправляем вот сюда. И у нас вот так вот получается. Вот тут можно чуть-чуть подтянуть. Вот так. У нас получилось. Можно чуть-чуть сюда спустить, и у нас будет вот так вот здесь более закрыто. Так, да? А вообще носят вот так. Его делаем. Также его можно одеть как капюшончик такой. И потом, когда вышли на улицу, снова одеваем.